И в итоге мы имеем на капоте вот такие вот повреждения, крайне неприятные. И вот разбитое стекло. Вот треснутое. А у нас тут недалеко от шапа какая-то тусовочка автомобильная. Не совсем понятно, что это, интересно посмотреть. Y'all don't let the match. Finally got the belt, now I think I'll give it back. At 24/7 grind, put me on the map. I think you probably should try to study how I move, that's a fact. Yeah, y'all don't let the match. I got the belt, and I ain't gon' give it back. Yeah, y'all don't let the match. I got the belt, and I ain't gon' give it back. Yeah, I'll make it play. And I can do this all day, you know I'm. Всех приветствую. Хочу рассказать такую историю. Нас в последнее время преследуют какие-то неудачи в этом плане. У нас приехала уже третья машина, и третью машину не довезли в целости и сохранности. Это прям, я не знаю, какая-то полоса неудач в этом плане. У нас, я не знаю, когда выйдет эта серия и в какой это будет последовательности, но у нас уже есть один Model X белый 2016 года, вот с такими вот повреждениями он доехал к нам, с разбитыми стеклами на крыше, панелями. Сейчас идет процесс со страховой. Компания, которая доставляла машину, она всячески отнекивается, говорит, что мы ни при чем. Но как бы, и они, к сожалению, врут жестко, потому что у нас есть фотографии с гейта, с аукциона, где выезжала машина. Там видно, что машина выезжала с абсолютно целой крышей. Да и доставщик, который доставлял машину, в общем, у компании нет фоток загрузки полноценной. Они специально взяли фотографии, прислали с обрезанной крышей. Ну, не хочу об этом говорить, но есть, к сожалению, нечестные люди, которые нечестно работают. Ну, не нам их судить, пусть их там сверху рассудят. И еще приехал у нас еще один Model X серый. Сейчас вот тут чуть-чуть вытащена корыто, потому что мы делаем некоторые работы с этим. А на самом деле тоже классная машина, чистенькая, без повреждений. Абсолютно прикольная машина. Была без повреждений. Но водитель не закрыл капот, или капот был не закрыт, может с замком какая-то проблема, сейчас мы об этом уже не знаем. И когда машину он доставлял, на прицепе открылся капот, и повредился капот, и разбилось лобовое стекло. И в итоге мы имеем на капоте вот такие вот повреждения, крайне неприятные, и вот разбитое стекло, вот треснутое оно. А стекло на Tesla Model X, если его, допустим, заказывать на дилере, стоит в районе $2500, то есть очень дорого. Там можно найти его дешевле, но оно все равно дорогое. Плюс капот, поэтому, ну ладно, мы с водителем в итоге все-таки пришли к общему знаменателю. Водитель покрыл практически полностью расходы, поэтому, но все равно неприятно, потому что машина целая, машина едет, там у нее незначительные проблемы по одному из блоков. Сейчас придется менять стекло, красить капот, ну, в общем, так. И эта полоса неудач начала продолжаться. Сегодня к нам приехала вот такая вот Model S 2016 года, рестайлинговая. Неплохо выглядит машина на самом деле, тоже вся целенькая. Опять же, была такая вот машина. В хорошем на самом деле состоянии, салон в отличном состоянии, чистенький, его немного все здесь протереть, помыть и будет замечательно. Но все не обошлось, как обычно, и в итоге машина приехала вот с таким вот повреждением двери. Как мы позже выяснили, дверь была не закрыта, машина ехала на прицепе жопой вперед. Каким-то образом, об этом мы, наверное, не узнаем, открылась дверь. Наверное, оторвался ограничитель и повредилась дверь. Крыло вроде бы осталось целым, но дверь повреждена. Водитель тоже отнекивался, делал вид, что он ни при чем. Не знаю, почему водители себя так ведут. Если ты как бы допустил оплошность, это твоя вина, ну признай ее, пойди на мировую, наверное, люди к тебе отнесутся нормально. Но если ты начнешь увиливать, пытаться их обманывать, все равно правда выяснится, и страховка оплатит это все, но компании это будет от этого только хуже, потому что страховка поднимется, и у них будут тоже определенные проблемы. Ну ладно, опять же, не станем их судить. В общем, есть у нас такой автомобиль, 17-й год. Машина едет,
С машиной, в общем-то, практически все в порядке. Единственное, она не хочет заряжаться. Она разряжена в ноль, но еще пока заряда достаточно, чтобы она двигалась. И при подключении зарядки, зарядного кабеля, она говорит о том, что какая-то проблема с заземлением и что она из этого не хочет заряжаться. Я не собираюсь сейчас много времени тратить, сегодня суббота, уже вечер, но я, наверное, сейчас попробую подкинуть другой charge-порт и, возможно, проблема в charge-порте. Если все-таки проблема будет не в charge-порте, я просто по тем ошибкам, которые я вижу по диагностике, я сейчас позже покажу, я не вижу четко конкретно, что это, но подозреваю, что это может быть либо charge-порт, либо charger. Поэтому, если это charge-порт, я его сейчас подкину, если не получится, мы позже поменяем charger. Но я сейчас попробую, вдруг это charge-порт, и тогда машину можно зарядить, и в принципе она уже без проблем будет перемещаться по нашей локации, и нам не придется ее толкать, и будет проще как бы с ней работать. Придется потом отдать дверь на ремонт, на покраску, и уже после этого эту машину продавать. В общем, такая вот история. Буду подснимать продолжение, чем закончилась вся эта история с дверью. Какая была проблема в том, что машина не заряжается? Я думаю, мы скоро все это узнаем. Сейчас покажу, как это все дело тут происходит. Сейчас попробую включить зарядный коннектор. Машина пытается начинать зарядку. Вот она видит напряжение. И потом пишет, что charging slowed, poor grid power quality possible. И напряжение падает. Машина еще раз пытается пробовать включить зарядку, уже ограничив до 30 ампер. Но все эти попытки будут безуспешны, машина заряжаться не начнет. Машина делает попытки заряжаться, но у нее не получается. И мы видим здесь вот такие вот проблемы. All phases faulted, pilot current reduced. В общем, машина не хочет заряжаться. Если быть честным, я не сильно верю в то, что это порт. Мне кажется, скорее всего, какие-то проблемы с чарджером, но начнем, как говорится, с простого. Посмотрим, что у нас тут по данным. Так, мы видим, что у нас контакторы закрыты, сопротивление 1720, для двухмоторной машины это отлично, 1640. У нас 49 тысяч общий счетчик киловатт. По разбегу, да, тут очень низко на батарее. Самая нижняя 344, самая высокая 378. Разбаланс сейчас достаточно большой, но на таком низком сок это нормально. Но да, напряжение крайне низкое, надо бы батарею зарядить. Остаточная емкость 71 киловатт, почти 72. Не так уж и много, но тем не менее. Что еще мы можем здесь увидеть? Все наши модули. Суперчарджер здесь платный. А что у нас, кстати, по чарджеру? Cable state connected. Он говорит, что кабель подключен. Чарджер на связи, но что-то у нас здесь не работает. Вот я попробовал еще раз включить зарядку, и он пишет state fault. Charge, main state fault, substate, main state, standby. Вот что мы видим по данным. Не так часто ломаются у нас чарджеры. Я прям не могу сразу сказать, где именно и в чем проблема, и описать ее. Я еще этого всего не понял. Но есть у нас проблемы. Пилот. Boost pre-charge fail. Boost pre-charge fail. Boost pre-charge fail. Да, all phase faulted. Такие у нас ошибочки здесь бегают еще. Все, чарджер уже не пытается заряжаться. Он уже в ошибке. Что-то, как мне кажется, еще меньше шансов стало после того, как я посмотрел данные, что проблема именно в charge-порте. Скорее всего, проблема все-таки в чарджере. Но порт нужно подкинуть, потому что это достаточно просто сделать, чтобы на всякий случай исключить его. Потому что будет обидно, если заменить чарджер там, где больше работает по замене чарджера, более энергоемкая, трудоемкая, так сказать, процедура, а потом выяснить, что все-таки проблема была в charge-порте. Поэтому подкину хотя бы просто на весу другой charge-порт, хочу убедиться, что проблема не в нем, а потом уже полезем к чарджеру. Сейчас посмотрю еще, какой генерации там чарджер, потому что в первой и второй генерации чарджер у нас есть, а третьей генерации чарджера у нас нет. И придется его, если что, заказывать. Вот такая вот ситуация на сегодняшний момент. Я решил проверить, что у нас за чарджер здесь стоит, и у нас здесь Gen 3 чарджер стоит. Я больше склоняюсь, что все-таки проблема в чарджере. И я надеюсь, что у нас на складе есть такой чарджер с одной из машин доновских, которые разбирали. Я точно не уверен, но, по-моему, должен быть. Я сейчас все-таки подкину другой порт, так как это недолго, чтобы убедиться точно, что проблема не в чардж-порту. И тогда уже, наверное, придется подкидывать другой чарджер и смотреть, что из этого получится.
Хочу дать один небольшой совет. Вот эти болты, которые крепят сам ChargePort к корпусу, их нужно крутить желательно бережно, потому что они на закладных сзади, которые к алюминиевому корпусу приварены. И если крутить их, например, таким вот ударным гайковертом, то можно легко эти закладные с другой стороны сорвать, и тогда вы получите проблему в виде того, что доступа к обратной части, где закладные нет, а открутить как-то надо. И тогда придется заниматься всякой неинтересной штукой, вроде как пытаться долезть, зажать эту закладную, как-то ее открутить. В общем, можно потерять много времени, где можно его совершенно не терять. Поэтому с этими болтами я бы был аккуратнее. Старый порт снят. У меня есть вот такой вот порт с X 16 года. Сейчас его подкину. Даже особо не буду там долго его устанавливать. Просто хочу проверить, как это изменит ситуацию. Сейчас включу машину. Естественно, до снятия порта я машину обесточил, отключил 12-вольтовый аккумулятор и разорвал высоковольтную петлю, дабы работать безопасно. Сейчас я это все дело включу, подключу зарядку, посмотрю, как отреагирует машина на это. Так, у нас происходит вот так вот. Но это не говорит о том, что машина заряжается. Она только пытается начинать заряжаться. Сейчас посмотрим. Все-таки ничего не изменилось. Машина видит напряжение, пытается включаться, но ситуация не изменилась. Сейчас посмотрю, что там с ошибочками. А у нас здесь вот такая вот ситуация. Машина все еще пытается запустить процесс зарядки, но нет. И вот он постоянно пишет ошибки по фазам. All phases faulted. Это чарджер ругается на все фазы. Так вот все это дело выглядит. ChargePort, как мы выяснили, здесь ни при чем. После того, как я подкинул другой заведомо рабочий, ситуация не изменилась. Значит, предположение о том, что проблемы с чарджером все-таки наиболее вероятны. Поэтому сейчас я пойду на склад. Надеюсь, там у нас есть чарджер Gen 3, как здесь. И буду его пробовать подкидывать и смотреть, что будет в таком случае. Я надеюсь, что когда я подкину новый чарджер, другой чарджер, то все заработает и машина станет заряжаться. В конце концов, все это дело вырубается после нескольких попыток, и порт горит красным. Так, ну погнали на склад. Я очень надеюсь, что все-таки на нашем складе есть нужный мне чарджер, потому что на самом деле я не уверен на 100%. Gen 2 чарджер я вижу. Ага, есть. Вот он есть, но это у нас 72 амперный. А там у нас на Model X стоит 48 амперный. Но я надеюсь, он подойдет, потому что с другой стороны, как бы у нас и выбора-то нету. Буду пробовать. Этот чарджер у нас с Model X 16 года, и если честно, я ни разу еще не менял Gen 3 чарджер и не уверен на 100%, что они взаимозаменяемы. Но как бы будем пробовать, других вариантов, как я уже говорил, нету.
В общем, визуально я смотрел Charger, и на внешний вид они абсолютно идентичны. Единственное, что здесь вывод на хитр идет, а здесь на Model S заглушка стоит просто. И здесь идет провод на Charger, Model X, потому что там рядом ChargePort, а в Model S здесь провод идет более удлиненный. А в остальном они выглядят абсолютно одинаково. Единственное, что у них разная мощность, этот 72 ампера, а тот 48. Шансы на то, что он заработает, здесь увеличиваются, поэтому сейчас буду снимать старый Charger, ставить новый, подключать и смотреть, что из этого всего выйдет. А у нас тут недалеко от шапа какая-то тусовочка автомобильная. Не совсем понятно, что это, интересно посмотреть. Запарковано все машинами, очень много машин здесь. Это, видно, поприезжали посмотреть. А вот здесь какая-то вот именно сама тусовочка. Здесь раньше был бодишап, здесь маляр наш знакомый работал, красил нам тоже машины иногда. А сейчас здесь какие-то другие ребята. Такая вот какая-то тусовочка здесь. Не знаю на самом деле, кто это и что это. Может пойти там прогуляться, посмотреть. Хотя, может, там незваных гостей не ждут. Я не знаю, что за тусовка. Открытого на плана или нет. Ну, может быть, заскочу сейчас, если получится, поближе посмотреть, что там, потому что интересно. Rock bottom make the man and some pressure make a gemstone. Trying to put $1 to my name like Creflo. Not your boy, late to the game. It's in the blood flow. And I'm from the south. It's thick skin and tough bone. Big attitude through big lips with gusto. Trust no kings, that's why they tried to crush souls. But it's IGBO. When the dust blow, this old head be standing there. No silver, just gold. Crack no books on the hustle. I was born to grind. Yo, scared of your potential. I'm adorned with mine. 30 times around the sun, man. Of course I shine. My legacy will not dwarf with time. And in my daughter's eyes, it's basic. I must not say quit. Every day sees a present like a... Короче, у ребят тут большое открытие. Я много подробностей не знаю, но я пообщался с чуваком, спросил, можно ли здесь снимать. Он говорит, да, можно снимать без проблем. Я так думаю, что здесь ребята открывают какой-то бодишап. То есть я видел, у них там большая покрасочная камера, пару лифтов, пару маленьких лифтов для приподнятия машины. Сейчас я пойду внутрь чуть подснимаю, но там шумно, поэтому я решил немножечко поговорить здесь. У них там, я так понимаю, только сделан ремонт. Все очень прикольно, красиво сделано. На полу белая плитка. В общем, все дорого-богато, так сказать. Внутри тоже стоит покрасочная камера машина, ну, ради интереса, там Porsche какой-то. То есть прикольно все выглядит. Я так понимаю, что ребята открывают здесь бизнес. И вот такой вот у них grand opening небольшой. То есть открытие, они позвали людей, угощают там внутри разной едой. Ну и так такая немаленькая тусовка, в общем, собралась. Так что пойдем посмотрим, что там внутри. Ain't no storytelling, you just had to have been there. If you want the battle, ain't no problem, say where. I got so much experience, I can't even play fair. But I'ma keep evolving and growing and hurting feelings and showing. You need endurance to go in. I got mileage on this pen. I've been busy cause I've been out here schooling all these kids. Took 3 decades to have this glow up that I did. I got bruised souls cause I'm way grown. Trying to find my way back home. Count my wounds as some desert crumbs flow. I'm gonna turn all of my stones. I got bruised souls cause I'm way grown. Trying to find my way back home. Who that soldier in the mirror? Oh, oh. I'm gonna turn all of my stones. Turn all of my... Ну, в общем, такие вот ребята. Там, наверное, будет видно название этого бодишапа, который открылся. Это ни в коем случае не реклама. Я абсолютно не знаю, кто эти ребята, кто их владелец, как они работают. Ничего про них не знаю. Просто проезжал мимо, так как они наши соседи. Решил заехать, посмотреть, что здесь происходит. Ну и заодно немножечко подснять. Возможно, вам это будет интересно. Поэтому вот такие вот у нас соседи появились. Жаль, что я побывал там один, без Коли. Если бы я был бы с Колей, мы бы по-любому там уже со всеми познакомились. Коля у нас очень коммуникабельный парень, в отличие от меня, конечно. Но есть как есть. Все равно, я думаю, было интересно. Но мне так точно посмотреть, что там происходит.
Крепеж немного отличается, потому что это Model X, а здесь Model S, но сами крепежи несложно перекрутить, поэтому это не проблема. В общем, чарджер новый установлен, сейчас все включим, скорее всего понадобится редеплой, возможно придется править конфиг. Сейчас будем смотреть по ходу дела, что нужно, а пока запускаем машину, вернем на место высоковольтную петлю. Ждем включения машины. Ну, в общем, то, что и предполагалось, здесь версии программного обеспечения не совпадают. Сейчас мы сделаем ему редеплой. А перед этим надо посмотреть в конфиг и убедиться, что не нужно менять конфиг, потому что, может быть, в конфигурации указаны чарджеры с разной мощностью, и нужно будет менять конфигурацию на нужную. Я посмотрел конфиг. И на первый взгляд мне не показалось, что мне его нужно менять. Возможно, я ошибаюсь, потому что я, если честно, Gen 3 чарджеры никогда раньше у нас они не ломались. Поэтому это один из первых опытов с Gen 3 чарджером. Сейчас для начала сделаю редеплой, а там поглядим. Так, Wi-Fi-чик подключим наш. Где наш Wi-Fi-чик? Редеплой запустился. Ожидаем финала процесса редеплоя. Мы разобрали, кстати, старый чарджер, который сняли, и нашли там 4 сгоревших предохранителя. Что-то там произошло такое невероятное. Но так как у нас был в запасе другой чарджер, и не сильно была большая уверенность, что тот чарджер можно будет починить, я решил, что мы подкинем другой, а потом уже разберемся с этим. Так как для нас это не сильно принципиально, нужно поскорее эту машину поставить на ход, зарядить ее и отдать на Dent Removal, потому что у нас была очередная неудачная доставка. И чувак, который доставлял эту машину, он в процессе доставки повредил нам водительскую дверь. Вот так вот это все выглядит некрасиво. Отдадим это на Dent Removal и будем надеяться, что все получится выровнять и не придется дверь красить. Потому что в остальном машина крайне целенькая, крайне красивенькая, но вот такая вот произошла неприятная штука. При доставке, к сожалению, такое случается, и в последнее время нам с этим как-то, мягко говоря, не везет. Доставщики портят нам машины, но ничего не поделаешь. Это случается, на это повлиять крайне сложно. В общем, вот он, открытый чарджер. Тут выгорели предохранители. Выгорел еще некоторые радиокомпоненты. Вот у нас здесь конденсатор один выгорел. Я не знаю, видно будет на видео. Еще сейчас в каком-то месте тоже что-то здесь выгорело. Не вижу пока. Артем мне показывал. В общем, здесь произошла какая-то неприятная история внутри чарджера. Что-то коротнуло жестко и повыгорали предохранители. То есть сработала внутренняя защита его, и он полностью перестал работать. Вот одно из главных мест следов того, что здесь что-то выгорело. Вон предохранитель, резистор, там еще дальше, вон еще один. В общем, что-то произошло. Может быть, это произошло во время зарядки где-нибудь домашней. Может быть, это произошло на какой-нибудь публичной станции зарядной. Мы это уже, наверное, никогда не узнаем. Но, тем не менее, чарджер сгорел, и его в любом случае нужно было бы менять. Поэтому сейчас у нас до сих пор идет процесс редеплоя. Сейчас редеплой закончится. Я надеюсь, что чарджер подхватится, заработает, станет заряжать машину, и машина поедет. Но ждем окончания процесса редеплоя. Редеплой у нас прошел. У нас пишет Coolant Bottle Low Level. Хочет антифриза долить. А в остальном будем пробовать заряжать. Какой-то ошибки по какому-то несоответствию сейчас нет, поэтому сейчас сунем зарядный кабель и поглядим, будет ли заряжаться машина. Так, зарядка начинается. Смотрим, что будет происходить. Я уже вижу, что все, пошла зарядочка. Есть. Сейчас до 40 дойдет. Ну что, констатирую результат. Поменяли чарджер, редеплойнули. Все заработало. Теперь на этой машине будет стоять чарджер не 48 амперный, а 72, так как у нас другого не было. Подкинули тот, что был сразу. Поэтому сейчас все это дело подсоберем и отправим машину на Dent Removal. Потому что она, если бы, допустим, не вот эта проблема с дверью, она бы уже была готова к продаже. Но, как всегда, присутствуют разные факторы, которые появляются в процессе всего этого дела. И приходится с ними как-то бороться. Поэтому чарджер заработал. Сейчас подсоберем все, подключим обратно шланги охлаждения, поставим сиденье на место. Порт, который я разбирал, я тоже соберу обратно. И можно будет даже выехать, проехаться на небольшой тест-драйв.
общем, все подсобрали, то, что разбирали. Машина у нас заряжается, все в порядке, берет 40 ампер, все как и должно быть. Сейчас зарядим несколько процентов, и я думаю, можно будет выехать и проехаться, сделать небольшой тест-драйв. Так, машина у нас подзарядилась немного, 15%, можно выехать прокатиться. На улице ветер какой. Машина немного подзамурзанная, но это не помешает нашему тест-драйву. Артем пытался все-таки сделать как-то дверь, поменяли петли, но там что-то деформировалось, не очень понятно что, и дверь все равно стоит плохо. Я не знаю, есть ли смысл вести ее на PDR, может лучше взять просто другую дверь и покрасить ее. Сейчас все ребята приедут, будем советоваться по поводу двери. А в остальном машина у нас заряжается, машина у нас едет. По ошибочкам у нас тут пока висит. Так, TPMS, надо подкачать колеса. Кулант мы долили, эту ошибочку надо будет потереть, потому что она что-то сама не всегда уходит. И ругается, ну это частая проблема, на люверсы радиаторов левого-правого. И вот санити радиатор Red Shutter, на шаттеры ругаются. Я потру эти ошибочки, посмотрю, что с этим можно сделать. Но на самом деле вот эти ошибки очень часто висят везде. И там получается не то, чтобы они не работают, они просто не выходят в каких-то крайних положениях на нужные углы. И система на это ругается. Как-то вот так вот происходит. Ну, поеду немножечко проедусь. Так, нужно убрать ограничение, которое у нас всегда висит, если машина у нас в сервис-мод плюсе. И поехали. Так, слышу, где-то ветер дует. Надо будет, может, подрегулировать стекло. А в остальном машину никуда не тянет. Достаточно комфортненько едем. Все тихо. Сейчас пройдусь по одному месту, где у нас рельсы есть. Это такое удобное место для тестировки ходовки. Если в ходовой все окей или наоборот не окей, то здесь слышно лучше всего. Здесь такие вот рельсы есть. Вообще тихо, вообще ничего не гремит. Отлично. Да, жаль, если бы мне вот эта дверь, если бы этот человек, который доставлял машину, нам не повредил дверь, все, машина была бы готова на продажу. У нас уже третья машина с повреждениями приезжает. Конечно, доставщики нас расстраивают в последнее время, причем все 3 раза подряд. Как-то раньше это пореже было, а сейчас прям какая-то черная полоса. 2 икса повредили нам, и вот эту эску тоже. Очень жаль, когда вот так вот, скажем так, на ровном месте машины получают повреждения, и потом приходится разбираться с водителями, иногда разбираться со страховыми. И это все неприятно, это все иногда может затянуться на какое-то время, потому что страховые не сильно спешат. Поэтому печальненько. Не, машина очень приятно едет, никаких замечаний у меня на данный момент нет. Я думаю, отремонтируем дверь, и машина начнет, как обычно, искать своего нового владельца. Машина неплохая, у машины не супер маленький пробег, но и не очень большой. Так сказать, средний. Обычно на машины где-то в пределах 100 тысяч миль, такие мы и покупаем. Но, тем не менее, машина в хорошем состоянии. У нее очень прикольный, не затертый салон, не зачуханный. Мы ее даже не мыли еще, ничего, она, тем не менее, уже достаточно чистая. Такой вот автомобиль, вот такая вот история ремонта. Всем спасибо за внимание.